Коллеги, здравствуйте! Вы наверняка задавались вопросом, почему сегодня, внедряя новейшие роботизированные линии и лазерные станки, мы продолжаем их устанавливать в серые бетонные коробки, построенные полвека назад. Казалось бы, им давно пора на свалку истории, но реальность такова, что эти здания легко принимают оборудование 21 века и работают не хуже, а часто и лучше зарубежных новостроек. Знаете, в чем их главный секрет? В одной уникальной инженерной концепции, которую на Западе тогда просто не поняли. Западный подход тех лет строился на быстрой амортизации. Спроектировали легкий цех под конкретный продукт, через 10 лет снесли и построили новый. Советская школа мыслила десятилетиями. Мы проектировали здание как универсальный экзоскелет. Несущий каркас был полностью отделен от внутренней технологической начинки. Цех задумывался как вечная защитная оболочка, способная безболезненно пережить десятки смен производственных циклов. Но как именно на практике создавался этот бессмертный каркас? Ответ кроется в 4 буквах. Эти буквы ЕСМК – Единая система модульной координации. Инженеры не строили заводы хаотично, они создавали строгий математический конструктор. Каждая колонна, каждая балка, каждая стена были привязаны к жесткой пространственной сетке с шагом 6, 9 или 12 метров. Представьте себе гигантский лего, где все детали идеально подходят друг к другу, независимо от того, где их отлили. Эта математическая точность позволила перевести стройку на индустриальные рельсы. И из этого конструктора инженеры собирали настоящих производственных гигантов. Давайте взглянем на эти модули. Основой планировки стали унифицированные типовые секции и пролеты. Мы стандартизировали объемы шириной 18, 24, 30 и 36 метров. Это были полностью готовые пространственные блоки. Проектировщику оставалось лишь состыковать эти кубики между собой, как вагоны поезда, создавая цеха нужной площади. От ремонтной мастерской до колоссального сборочного конвейера. Эта модульность дала инженерам сумасшедшую свободу для будущей перепланировки. Но чтобы эта гигантская конструкция не рухнула на головы работников, советским конструкторам пришлось пойти на беспрецедентный в то время шаг. В эти перекрытия закладывался колоссальный, почти параноидальный запас прочности. По типовым сериям тех лет полы и колонны многоэтажных цехов рассчитывали на чудовищные нагрузки. От 1,5 до 2,5 тонн, внимание, на 1 квадратный метр. Сегодня экономисты хватаются за голову от такой материалоемкости. Но именно эта избыточность спасает нас сегодня, когда мы ставим на эти полы тяжелейшие современные многоосевые обрабатывающие центры без усиления фундаментов. Вы спросите, зачем тогда нужна была такая дикая прочность? Посмотрите, что двигалось у нас над головами. Все дело во внутрицеховом транспорте. Советский завод не мыслил себя без мостовых кранов грузоподъемностью в десятки тонн. Эти стальные левиафаны непрерывно курсировали под потолком, создавая невероятные динамические нагрузки и вибрации. Каркас здания должен был поглощать эти удары день за днем, десятилетием за десятилетием, не теряя геометрии. Это была настоящая инженерная магия. Но чтобы кран мог свободно перемещать тяжелые детали, ему нужен был гигантский открытый пролет, без единой колонны на пути. Как перекрыть 36 метров пустоты? Нам в помощь приходили колоссальные фермы, железобетонные или стальные решетчатые конструкции. Именно они позволяли создавать те самые огромные залы, которые так ценят сегодня. Размах в 24 или 36 метров без промежуточных опор давал потрясающую технологическую гибкость на земле. Вы могли как угодно менять расстановку станков, ни во что не упираясь, но здесь кроется подвох. Бетон и сталь тоже дышат. Летом они расширяются, зимой сжимаются. Почему же эти гигантские сплошные крыши не рвало на куски от температурных расширений? Решение было гениальным в своей простоте. Деформационные швы.
Инженеры намеренно разрезали огромные здания на независимые температурные блоки длиной до 72 метров. На границе такого блока ставились сдвоенные колонны с небольшим зазором между ними. Здание буквально состояло из отдельных фрагментов, которые могли незаметно двигаться на миллиметры, снимая внутреннее напряжение с конструкции. Но вся эта блестящая строительная теория мертва без практики. Давайте перенесемся в наши дни и посмотрим, как этот скелет принял новые технологии на легендарном КАМАЗе. Не так давно КАМАЗ инвестировал более 64 миллиардов рублей в модернизацию производства для новейших кабин поколения К5. Знаете, что самое поразительное? Вся эта суперсовременная, санкционно устойчивая роботизированная линия была ювелирно вписана в исторические корпуса, спроектированные еще в 70-х годах. Шаг колоды, высота пролетов оказались настолько универсальными, что приняли оборудование 21 века без перестройки несущего каркаса. Уникальный запас прочности сработал и здесь. Но не спешите радоваться, у этих огромных советских пространств есть и темная сторона. Темная сторона больших площадей – это хаос. Огромные пролеты часто провоцировали нерациональное складирование, старая оснастка, обрезки металла, забытые запчасти, брак и многое другое. Логистика превращалась просто в кошмар. На заводе Уралмаш к этой проблеме подошли системно, внедрив инструменты бережливого производства и систему 5С. Только из одного цеха вывезли 200 тонн ненужного металлолома, освободив колоссальные площади под новое оборудование. Инженеры очистили пространство, поставили умные станки. И тут нам приходит счет за коммунальные услуги. Цифры такие, что волосы встают дыбом. В чем же дело? В Советском Союзе энергоносители стоили копейки, поэтому теплотехники фасадов не придавали особого значения. Сегодняшний энергоаудит бьет тревогу. Старые цеха теряют до 39% тепла через тонкие стены и еще 15% улетучиваются через гигантские ленточные окна. Пытаться протопить такие гигантские объемы воздуха традиционными батареями сегодня – это прямой путь предприятия к банкротству. Возникает парадокс. Здание в принципе-то идеальное, но холодное. Как же обогреть людей за станками, не отапливая при этом пустоту под крышей? Современная инженерия нашла элегантный выход. Больше мы не греем воздух, мы греем поверхности. Использование локальных инфракрасных излучателей позволяет создавать тепловые оазисы прямо над рабочими зонами. Человеку комфортно, станок работает в нужном температурном режиме, а десятки метров воздуха под потолком остаются холодными. Экономия предприятию в миллионы рублей. Тепло мы сохранили. Но это лишь половина беды. Главный скрытый пожиратель бюджета прячется прямо внутри производственного оборудования. Кстати, ты сможешь его ловко просчитать, если изучишь видео в моем закрытом сообществе Boosty. Там ты найдешь все от чтения чертежей до штамповки металлов. Заходи, ссылка в закрепленном комментарии под видео и в описании. Старые советские электродвигатели обладали феноменальной надежностью, но их КПД или коэффициент полезного действия оставлял желать лучшего. Современная стратегия требует их безжалостной замены на энергоэффективные моторы новых поколений. Только представьте, замена старого привода на современный высококлассный аналог может дать экономию электроэнергии до 68% в год на один станок. Инвестиция окупается всего за пару лет. Итак, мы решили проблему энергии. Но что делать, если ваша новая гибкая конвейерная линия тупо упирается в железобетонную колонну? И вот тут начинается настоящая инженерная драма. Современное производство часто требует непрерывных длинномерных линий, и старая сетка колонн начинает тут мешать. Приходится удалять несущие опоры, перераспределяя колоссальные нагрузки на другие элементы. И все это нужно сделать в жесточайших стесненных условиях, буквально в полуметре от работающего оборудования, при этом не останавливая выпуск продукции ни на час. Это похоже на сложнейшую операцию на открытом сердце. И чтобы пациент выжил, инженерам нужен сверхточный хирургический инструмент.
Этим инструментом стали технологии лазерного сканирования и BIM-моделирования. Мы больше не рубим бетон вслепую, сначала создается точнейшее цифровое облако точек всего цеха. На компьютере рассчитывается каждый рез, каждую новую балку симулируют с нагрузками и планируют пути заезда малогабаритной строительной техники. Любая ошибка в расчетах приведет к катастрофе, но цифровой двойник позволяет сделать все безупречно. И когда пыль после этой сложнейшей строительной хирургии оседает, перед нами предстает нечто совершенно невероятное. Перед нами идеальный симбиоз – бетонные кости и стальные сухожилия советской эпохи, обладающие абсолютной пространственной живучестью, обрастают цифровыми мышцами и нервами 21 века. Мы получаем ультрасовременное, энергоэффективное, бережливое производство, капитальные затраты на которое в разы ниже, чем при строительстве завода в чистом поле. Экзоскелет сработал именно так, как задумывали его творцы аж полвека назад. Но завод — это не только станки и роботы, где люди моются, едят, отдыхают после смены. Вот главный вопрос. Неотъемлемой частью любого завода являются административно-бытовые корпуса или просто АБК. И здесь советская школа тоже применила жесткую стандартизацию. Вспомогательные здания строились из унифицированных крупнопанельных конструкций с четкими разделением потоков. Чистые и грязные зоны, просторные гардеробные, светлые столовые и здравпункты. Сегодня мы превращаем эти блоки в комфортные современные офисы и зоны отдыха европейского уровня. Но чтобы этот гигантский механизм дышал и функционировал, его нужно было правильно расположить на местности. И здесь начиналась высшая математика генпланирования. Завод нельзя было просто бросить на карту. Советские градостроители маниакально высчитывали розу ветров каждого региона. Цеха располагали под такими углами, чтобы преобладающие потоки воздуха вносили дым и пыль прочь от жилых кварталов города. Строго изолировались маршруты тяжелых грузовиков и пешеходные дорожки для рабочих. Высаживались защитные лесополосы. Генплан объединял разрозненные здания в единый экологически и логически выверенный живой организм. Все эти детали складываются в одну глобальную, поразительную картину. Коллеги, все, что мы с вами сейчас разобрали, модульные сетки, запас прочности, деформационные швы, это не просто удачное инженерное решение. Это воплощение концепции пространственной живучести. Советские инженеры строили не стены для конкретных станков, они создавали гибкое, адаптируемое индустриальное пространство, способное шагнуть за горизонт своего времени. Они заложили в эти чертежи послание для нас с вами. И это подводит нас к самому главному выводу, к тому, ради чего мы сегодня здесь собрались. Эти заводы работают не хуже зарубежных, не вопреки, а благодаря своей изначальной ДНК. При грамотном управлении, внедрении бережливого производства и энергосбережения этот советский каркас становится бесценным активом. Нам не нужно сносить прошлое, чтобы построить будущее. Нам нужно проявить к нему инженерное уважение. Поверьте моему опыту, если мы все сделаем правильно, эти бетонные своды переживут и нас с вами, приняв под свою крышу еще не одно поколение высоких технологий. У меня на этом все, друзья. Если было интересно, ставьте лайки, если нет, то дизлайки, подписывайтесь на канал, а также переходите в мой закрытый Boosty. Всем добра, пока-пока.